Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш Таро прогноз на июль 2023 года. Сегодня мы взаимодействуем с колдовским Ленорман, а также Таро внутренней ведьмы. Посмотрим, как раскроет событийный ряд для вас эти карты, ну и в принципе, что вас ожидает в течение этого месяца. Поэтому настраиваемся и будем смотреть. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы видны, приступим. Общая энергия месяца. Как мы видим, у вас здесь падает рыцарь Пентаклей или карта ученика Земли. Стабильно, ровно, без каких-либо колебаний, потрясений или кардинальных изменений. Ну что ж, могу сказать, стабильность это тоже хорошо. Или у некоторых это может быть стабилизация вашей жизни в некоторых аспектах. Поскольку у нас это все-таки карта двора, это может быть взаимодействие с человеком земной стихии, телец, дева или козерог, который каким-то образом поможет упорядочить вашу жизнь и перевести ее в стабильное русло. Посмотрим, в какой нише для вас будет звучать этот аркан. И как мы видим, здесь ложится семерка пентаклей. То есть это вопросы накопления, вынашивания идей, подготовка к реализации. У кого-то может быть действительно же подготовка к вопросам зачатия, деторождения. То есть если вы к этому стремились. Но для многих это еще накопление ресурсов. Для кого-то это, знаете, как восстанавливать здоровье, прием витаминов и минералов, которые, допустим, вам рекомендует врач. Но помимо всего прочего, накопление ресурсов финансовых, материальных для осуществления какой-то цели, идеи или задачи. Если смотреть вопросы работы, карьеры, восьмерка Земли, она же восьмерка Пентаклей. Будете трудиться, не покладая рук. Работы будет очень много, фактически аврал. Да, труд в чем-то будет нелегок, но тем не менее оправдан, потому что это самое время развивать свою карьеру, либо найти для себя работу, выстраивать бизнес, то есть кому отдых, а для вас это будет очень такой горячий и жаркий месяц. Посмотрим все-таки, как отыграется для каждого из вас. В первую очередь проанализируем для тех, кто у нас сейчас работать не может. Ну, то есть, допустим, пенсионер, студент, домохозяйка, мама в декрете. Что мы здесь видим? Четверка огня, она же четверка жезлов. Карта стабильности, уюта, комфорта, быта, домашнего праздника. То есть ваша задача это поддерживать быт, это работать на благо своих близких, родственников, своей семьи, содержать семью, имеется в виду помощью, поддержкой. Все, что здесь может быть для вас, это какая-то работа по дому, ну или у кого-то может быть подработка в частном порядке. Ну, например, если вы там студент, вы можете у кого-то подрабатывать нянечкой, помогать где-то на дому. Кто-то может там, допустим, подстричь кусты, высадить цветы, то есть подрабатывать, опять же, ухаживать за чьим-то домом или там выгуливать питомцев. То есть это может быть даже не постоянная работа, а как подработка, но тем не менее она у вас здесь может быть. И еще эти карты, которые говорят о том, что у вас здесь есть возможность работы на дому, то есть дистанционного плана через интернет, оказание каких-то услуг или продажа, перепродажа товаров, но какая-то копеечка здесь однозначно вам капнет. Для тех, кто у нас в статусе соискателя. Смерть, перерождение, перемены. И у вас здесь еще ложится восьмерка Земли. Ну, давайте смотреть, что же здесь. По пятерке воды, пятерка чаш, могу сказать, идет осознание, что вы искали не в той сфере, не в той нише, хотя, допустим, она вам могла нравиться. И даже само дно колоды, двойка огня, говорит о том, что вы будете искать альтернативу, будете искать выбор. То есть менять свой фокус поиска, ну, из серии. Вы хотели найти работу в сфере прекрасного, хотели быть, допустим, флористом, ищете то, что находите, вам не подходит либо не по графику, либо не по окладу, и вы для себя можете найти какую-то альтернативу. Допустим, быть приемщиком на складе цветов или вообще уйти тоже в нишу прекрасного, но это будет текстиль, декор для дома. Это я образно говорю. То есть что-то здесь искать, может быть, в той же нише, которая вам нравится, но как говорю, либо в смежных направлениях, либо перенести свой фокус вообще на кардинально иные профессии, дисциплины, потому что вы понимаете, что то, что вам предлагают, не даст вам ни реализации, ни заработка, будут просто потери времени. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, что здесь?
Здесь шестерка земли, она же шестерка пентаклей. Очень много будет проектов. Во-первых, вас могут обязать кому-то помогать, быть наставником, поддерживать. Так и вам может понадобиться чья-то помощь в закрытии проектов и текущих дел, которые здесь накопятся. Но шестерка огня говорит о том, что у вас все получится, то есть достичь конечного результата, победы, поэтому все будет по силам, совсем справитесь. И то, что запланировано, и то, что не очень, ну, здесь, как говорится, сама Вселенная вам будет содействовать, поэтому все получится. Для тех же, кто владеет собственным бизнесом, давайте посмотрим, что тут. Здесь у нас ложится паж огня, аркан, который говорит о том, что у вас будет много общения. Более того, вы будете настолько любопытны. Любопытны в каком плане? Искать, как еще возможно развить вашу деятельность. Как можно приумножить доход. Стоит ли привлекать дополнительный персонал? Или справитесь сами? Как можно это еще больше монетизировать и сделать так, чтобы работали вы меньше, но получали при этом больше? То есть все ваши усилия будут сконцентрированы на этой задаче. Финансовая сторона вопроса по шестерке чаш. Могу сказать так, жизнь полная чаша. Во-первых, за счет вашего упорного труда, это раз. Во-вторых, у кого-то здесь по шестерке чаш, это могут быть вопросы наследства, приток, приход денег. Опять же, финансовая помощь от близких и от родственников. И, наконец-то, по шестерке чаш могут вам приходить дивиденды от ранее начатых проектов или инвестиций. То есть будь то вы деньги положили в банк под проценты, или вы инвестировали там в какое-то дело, в какой-то стартап, и сейчас вы уже будете получать, как говорится, первые результаты своего труда и будете довольны здесь по ситуации. Здоровье по аркану Дурак. Обратите внимание, старший аркан. То есть для вас эта ситуация будет очень значима, знакова. И дно колоды у вас здесь еще ложится восьмерка огня, карта скорости. Итак, в положительном аспекте это может быть зачатие, деторождение, обновление, омоложение. То есть это, знаете, как восстановление своего здоровья, омолодиться, чувствовать себя лучше, приток, прилив энергии. Знаете, как заново родился. Это первый нюанс. Но второй момент, это может быть ваше халатное отношение к здоровью. А именно, здесь перегрелись, продуло, просквозило, карта скорости. Поэтому, когда вы едете на авто, неважно, там на своем или там в общественном транспорте, старайтесь не сидеть на сквозняках, не сидеть под кондиционерами и, в принципе, не находиться на сквозняках, потому что здесь вероятны воспалительные процессы. И, знаете, как заболеть по глупости. Если смотреть вопросы личной жизни, мы здесь видим, что у вас ложится семерка воды, она же семерка чаш. Будем смотреть, как для каждого из вас раскроется этот аркан. Для тех, кто у нас свободен. Здесь по аркану влюбленные это может идти знакомство, которое приведет к обретению второй половины. Семерка чаш, во-первых, здесь говорит у вас, даже дно колоды, посмотрите, звезда, об осуществлении мечты, реализации целей, планов, задуманного. Это встретить человека, идеал, которого давно стремились найти. И я не могу назвать, что здесь ситуация трудного выбора, потому что здесь, несмотря на какое-то большое количество знакомств, вы все равно будете сразу чувствовать, что вот это мое, то, чего я ждала или ждала, вот мой идеал или моя мечта. Поэтому у вас здесь прекрасные карты. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках. У нас здесь ложится учитель огня или королева жезлов. Это говорит о том, что, поскольку в первую очередь речь идет о вас, о представительницах огненной стихии, о львицах, поэтому это акцент на то, что вы будете в центре внимания. Все ваши мечты или желания будут осуществляться, плюс вы будете очень хорошо напитываться энергией вашего партнера. Для мужчин это женщина, которая вас будет стимулировать на совершение новых желаний, новых целей, новых проектов, потому что по семерке чаш это, знаете, как бы захочется быть наполненным сосудом, то есть расти, развиваться, расширяться и что-то давать, наполнять. Поэтому для вас вот эта вот страсть, эта энергия, вопросы ревности будут для вас играть со знаком плюс, как положительная мотивация. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах. Процветание, радость, исполнение мечты, совместных целей, задач, отдых, который давно хотели или планировали, но не было возможности. То есть здесь как реализовать какую-то совместную мечту. Опять же, здесь могут быть
знаете, как сюрпризы, потому что 7 чаш с Солнцем – это еще вопросы неожиданности. Сюрприз, либо какую-то вашу идею, мечту, которую вы стремились, может реализовать ваш партнер или партнерша с целью, чтобы вас наполнить эмоционально. Поэтому здесь все прекрасно. Рекомендации по аркану повешенный или подвешенный. Проявите мудрость, не форсируйте события. Обратите внимание, насколько у вас точные карты, да, и энергия месяца, и рекомендация. Не спешить. Вам, конечно, как представителю стихии огня хочется быстрее, выше, сильнее. Вы стараетесь форсировать события, но не в этом месяце и не сейчас. Вынашивайте идеи, планы, цели. Вынашивайте ребенка. Вынашивайте задачи, к которым вы стремитесь идти. Поэтапно. Пусть получается не все сразу, но терпение и труд все перетрут. И на самом деле терпение – это один из главных факторов достижения победы. Помните об этом. А мы с вами посмотрим неожиданность периода. Что у вас будет здесь? Корабль, книга, сердце. Дно колоды письмо. Итак, у кого-то может быть знакомство на расстоянии. По принципу через интернет, и тут идет формат любовных переписок. Открыться в чувствах, читать человека как открытую книгу, выстраивать отношения. Дальше. Романтическая поездка, которую планировали, к которой стремились. Еще. Получение каких-то знаний, пойти на курс мечты, курс, который по сердцу, то есть бизнес-тренерство, какие-то навыки, ну, то есть, которые вы хотели обрести, вот дело по душе или для души, не знаю, будь то там кулинария, курсы кройки и шитья или там какой-то инфобизнес, не имеет значения, но здесь обрести то, чего вы так жаждали, что вас радует и воодушевляет. Поэтому все здесь получается, и месяц вам подарит и стимул, и возможности, и самое главное ресурсы для того, чтобы это все осуществить. Поэтому, львы, я от вас жду обратной связи по прошествию месяца. Не забудьте написать, как для вас отыграется эта информация. Благодарю каждого из вас за лайки, за комментарии, за то, что подписываетесь на канал, за ваши донаты. Как вы видите, я вас также стараюсь баловать новыми инструментами. Вообще, за то, что вы остаетесь со мной, поддерживаете меня. Я с вами не прощаюсь. До новых видео.